Я рада приветствовать всех на моем канале. Меня зовут Татьяна. Сегодня я предлагаю вашему вниманию мастер-класс по оплетке квадратного стеклянного кабошона кракле на зажимном приспособлении для моделирования проволоки в технике от Владимира Дзюбы. Ссылка на его канал в описании. Мы будем использовать проволоку от электропроводки с данной маркировкой. Цифра 3 означает, что это провод трехжильный. Можно использовать и двухжильный. Цифры 1 и 5 означают площадь сечения провода. Реальная же толщина такого провода 1 мм. Если на проводе будет стоять ГОСТ, то такая проволока толще где-то 1,2 мм. В данной работе мы используем не ГОСТовский провод толщиной 1 мм. Это приспособление для моделирования проволоки является аналогом VIG. На AliExpress оно называется доска для квиллинга. Устанавливаем штырьки в заданном порядке. Делаем петлю по размеру штырька, нанизываем ее на первый штырек и начинаем обкручивать штырьки. Снизу делаем открытую петлю. Снимаем заготовку, нанизываем последнюю петлю на первый штырек и продолжаем обкручивать штырьки. Два последних штырька вынимаем и устанавливаем в другую позицию. На крайний правый штырек нанизываем трубочку от гелевого стержня. Делаем открытую петлю и обкручиваем последний штырек. Снимаем заготовку, нанизываем последнюю петлю на первый штырек и повторяем процесс. Петли верхнего и нижнего ряда должны быть симметричными. Делаем открытую петлю, откусываем проволоку и снимаем заготовку. Зажимаем открытую петлю и поворачиваем ее на 180 градусов. Переворачиваем заготовку. Откусываем лишний конец. Совмещаем петли. Зажимаем вторую пару петель, а первую пару петель перекручиваем на 360 градусов. Продолжаем перекручивать петли по всей длине на 360 градусов. Перекручиваем боковые элементы на 360 градусов. Все открытые петли поворачиваем на 180 градусов.
Заготовку слегка отбиваем и выравниваем на наковальне. Оплетку изгибаем и вставляем кабошон. Проволокой 0,4 мм соединяем и скручиваем оба конца оплетки. Снизу отгибаем 2 средних завитка для подвески. Подвеска должна повторять рисунок на оплетке, поэтому вынимаем лишние штырьки. Разворачиваем доску на 90 градусов. Делаем петлю по размеру штырька, нанизываем на штырек и обкручиваем штырьки. Поворачиваем открытые петли на 180 градусов. Из таких же элементов изготовим цепочку и серьги. Сегодня я расскажу вам о царице Савской, которая жила во времена царя Соломона. Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройное слуг его, и одежды их, и виночерпиев его, и все сожжения его, которые он приносил в храме Господнем. И не могла она более удерживаться, и сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам, доколе не пришла и не увидели глаза мои. И вот мне и вполовину не сказано: мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. Блаженные люди твои, и блаженные сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем, творить суд и правду». И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценные камни. Никогда еще не приходило такого множества благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону. Сам Иисус Христос в Новом Завете упоминает эту женщину как ту, которая осудит нечестивые народы, когда наступит суд Божий над всеми людьми. Иисус называет ее царицей Южной, приоткрывая нам тайну место обитания ее на земле. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот, здесь больше Соломона. Царь Соломон был избран Богом и наполнен его мудростью. Именно это побудило царицу Савскую отправиться в дальний путь навстречу Божьей премудрости
чтобы благословить там имя Господа Бога. Она стала не просто богатой, она стала богатой Богом и удостоилась великой чести в вечности. Я подготовила все необходимое, чтобы изготовить декоративную асимметричную цепочку. Замочек, фигурные звенья, звенья с бисером, колечки и восьмерки. Теперь можно приступать к сборке цепи. Украшение можно будет носить, но через несколько дней оно потускнеет, так как медь окисляется. Поэтому перед тем, как его одеть, нужно на несколько секунд опустить его в раствор лимонной кислоты, около 2 чайных ложек лимонной кислоты на полстакана теплой воды. Затем промыть водой и высушить. Украшение засияет. Мне больше нравится черненая медь. Это можно сделать разными способами. Сегодня мы сделаем чернение парами аммиака. Для этого нам нужна стеклянная банка с плотно закрывающейся крышкой. У меня это банка от кофе. Лучше, если банка будет прозрачной. Тогда можно будет наблюдать за процессом. Открываем банку и к железному ободку у основания крышки привязываем двойную нить. На конце нити закручиваем проволоку. Нанизываем наши украшения за колечки на нить. Подвешиваем над банкой. Заливаем на дно аммиак и плотно закрываем крышку. В моем случае на 3 часа. Не забывайте при этом соблюдать все меры безопасности при работе с химическими веществами. Через 3 часа патина покрыла медь. Теперь полируем подвеску с помощью войлочных дисков и полироли. После этого промываем в мыльном растворе, высушиваем и покрываем лаком. Если это видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк или поделиться своими эмоциями в комментариях. А я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!